Рецепт первый. Ромашковый чай. Для приготовления чая из ромашки вам нужен стеклянный заварочный чайник, ромашка и горячая вода, но ни в коем случае не кипяток. В чайник поместите 3 полных столовых ложки ромашки. Залейте горячей водой и накройте крышкой. Обязательно укутайте чайник толстым махровым полотенцем. Ромашка должна настаиваться не меньше 2 часов. Пейте такой чай 3 раза в день, по 150 мл между приемами пищи. Можно пить настой и после еды, но не менее чем через полчаса. Заливать ромашку кипятком не рекомендую, иначе вы не получите хорошего эффекта. Вообще запомните, для достижения максимального эффекта травы не заваривают, но настаивают. Только не путайте, полезный не настойка на спирту, но настой на водяной бане. Рецепт второй. Настой ромашки. В стеклянную посуду, кастрюльку, налейте 200 мл горячей воды, не более 60 градусов. Затем положите в воду 3 столовые ложки цветков ромашки. Накройте посуду стеклянной крышкой и поставьте в пароварку или на водяную баню на 15-20 минут. Вы спросите, почему посуда должна быть стеклянной? Чтобы не происходило окисление полезных веществ и выделение в настой всякой химии. Затем посуду нужно извлечь из пароварки и пусть стоит и остывает при комнатной температуре от 45 минут до 1 часа. После этого отцедите настой в чистую посуду. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Это порция для 1 человека на 1 день. Готовить ромашковый настой лучше утром и затем выпить его в течение дня теплым, не хранить в холодильнике. Оставлять на следующий день не рекомендуется, остатки нужно вылить. Дозировка настоя ромашки для взрослых и детей на 1 прием. Взрослым и детям старше 14 лет по 1/3 стакана. Детям 12-14 лет по 1/4 стакана. Детям от 7 до 12 лет по 2 столовые ложки. Детям от 3 до 7 лет по 1 столовой ложке. Детям от 1 до 3 лет по 1 десертной ложке. Детям от 6 месяцев до 1 года по 1 чайной ложке. Важно добавить, что ромашковый настой не имеет противопоказаний, очень приятный и вкусный. Многие люди упрощают подобные рецепты, а зря. Мы не просто так уделяем внимание разным мелочам. Если вы хотите просто чай с ромашкой, заваривайте пакетики и будет вам счастье. Но если вы ищете способы, как укрепить иммунитет быстро и эффективно, то все мелочи важны. А именно, первое. Вода не должна быть горячей. Рекомендуемая температура не более 60 градусов по Цельсию. Если вы используете воду, очищенную через обратный осмос, то кипятить ее не обязательно, можно просто нагреть. Второе. Посуда для заваривания должна быть стеклянной или фарфоровой. Вообще стекло самое нейтральное, имеет нулевой эффект воздействия на жидкости. Третье. Цветки ромашки желательно покупать не просроченные. Чем ромашка свежее, тем больше в ней биофлавоноидов, полифенолов и других полезных веществ. Четвертое. Обязательно отцеживайте гущу, так как в гуще цветков ромашки много ценных элементов. Пятое. Настой сохраняет свои лечебные свойства только в течение дня. Лучше всего заваривайте его утром и пейте 3 раза в течение дня между приемами пищи. Ну и конечно же, ромашковый чай – это лишь одно из средств, поднимающих иммунитет. Параллельно с ромашковым чаем нужно использовать и другие методы. В следующих видео мы расскажем вам о других проверенных годами средствах для поднятия иммунитета. Чтобы не пропустить новых видео, мы рекомендуем вам подписаться на наш канал и включить колокольчик оповещений. Если видео было полезным, вы можете поставить лайк и поделиться им с друзьями. Если будут вопросы по теме, пишите в комментариях, мы обязательно ответим.